the recording. Okay. Perfect. Okay. Well, everybody, thank you so much for tuning in. Today, we're going to talk about a very interesting topic and one that, I hope will allow you to see your child with special needs in a different way. Здравствуйте. Сегодня у нас очень интересная тема, и я очень надеюсь, что наше сегодняшнее обсуждение поможет вам немножко увидеть своего ребенка с повреждением мозга чуть в другом свете. Okay. And that is, so the topic we're going to talk about today is kids' behavior and what exactly is the root cause of maybe defiance, unusual behavior, things like that. И тема у нас сегодня какая? То есть поведенческие различные моменты. Что может быть, как это может объясняться, какие могут быть причины у этого, у особых детей? Okay. And to get this question started, I think it's safe to say that there's not one exclusive reason why a child with special needs is behaving badly. Ну, для того, чтобы начать, да, важно все-таки сразу отметить, что нет какой-то одной, единственной, исключительной причины, почему ребенок с повреждением мозга может себя как-то плохо вести. Okay. And in general, what we find is that the three maybe main reasons why a child with special needs might have behavioral issues, it boils down to neurodevelopmental issues, physiology, so health, and then boundaries and lack of them. Ну, наверное, можно все-таки основные причины выделить три. Это неврологические моменты, это причины, связанные с физиологией, то есть состоянием здоровья. И третье, это просто моменты такие педагогические, воспитательные, то есть установка правильных границ и тому подобные вещи. Okay, so let's talk about that first reason, okay? Ну, давайте начнем с первой причины. So a lot of times parents will come to us and they'll be concerned about maybe a certain repetitive behavior or their child's hyperactivity throughout the day. They don't know why or how to handle it. Очень часто бывает, родители приезжают к нам и жалуются о каком-то повторяющемся поведении, о каких-то проявлениях гиперактивности, которые случаются в течение дня, и родители просто не знают, что с этим делать. Okay. And parents will come to us and say, like, my child keeps doing this behavior, and no matter how many times I ask them to stop, they just keep doing it. К примеру, родитель может говорить, да, вот какой-то поведенческий момент, и ребенок постоянно это повторяет, и неважно, сколько раз я ему делаю замечания, прошу так не делать, он все равно продолжает так делать. Okay. And sometimes those repetitive behaviors can be what the world calls a stim or a self-stimming behavior. И очень часто как раз сюда могут, к таким моментам поведенческим может относиться то, что сейчас называют стимингом, то есть такое повторяющиеся какие-то действия. Okay. Yeah. And what we generally find is that for kids who do these kind of repetitive stimulations, that self-stimming, or have very high activity levels, this ultimately kind of boils down to it very often is a sensory issue. И что мы обнаруживаем очень часто, когда такие какие-то поведенческие образцы у ребенка случаются, какое-то такое навязчивое поведение, повторяющиеся действия, очень часто все-таки основной причиной возникновения подобных вещей являются именно какие-то сенсорные моменты. Okay, so very often children who have those kind of behaviors are experiencing in the world in a totally different way from us. So they may be experiencing those lights, the sunlight, sounds, sensations on their body in a very heightened way. And when you're getting so much of that stimulation, you kind of have to get the energy out almost. Просто понимаете, как часто бывает, наши дети с особыми потребностями
вот их восприятие мира, да, то, как они чувствуют различные вещи в мире, это может очень сильно отличаться от нашего восприятия. Вот даже солнечный свет, обычный свет в комнате, какие-то звуки, какие-то запахи в окружающем мире, они воспринимают совсем не так, как мы. Поэтому возникает вот такая какая-то, у них возникает из-за этого такая потребность как бы выплеснуть эту энергию, что-то с этим сделать, которая очень часто именно выражается в таких вот навязчивых поведенческих паттернах. Okay. Or we have the opposite where they don't feel things or see or hear things well enough. So they will stimulate themselves in order to get those pathways working better. But sometimes those self stims maybe don't like look like normal behavior for a child. Или наоборот, у ребенка какая-то недостаточная восприимчивость, такая вот сенсорная, да, и поэтому с помощью подобных повторяющихся поведенческих моментов, с помощью этого стиминга, ребенок пытается как бы научиться чувствовать, лучше почувствовать, проработать свои сенсорные пути. Но очень часто вот эти моменты со стороны для нас будут выглядеть ну, не совсем как бы как адекватное поведение. For example, some children who do have self-harming behavior, so constantly biting their hands, hitting themselves, sometimes that can be a sensory overload issue. Other times that can be a I don't feel these things well enough, so I have to stimulate them to make my body more aware of them. Поэтому, например, такие вещи, да, вот как, например, ребенок постоянно кусает свою руку, да, или стукает себя рукой по голове, да, такие механизмы самоуспокоения, да, они могут возникать, потому что у ребенка просто сенсорная перегрузка, да, и таким образом он как-то пытается от всего этого сенсорного воздействия отгородиться. Или наоборот, он недостаточно хорошо чувствует определенные вещи, поэтому ему нужно как-то вот таким образом он себе помогает это почувствовать лучше. Now, of course, at Doman International, our answer to those kind of things is your child needs stimulation, either to regulate how they're perceiving things in the world or to give them the right kind or just enough of that stimulation so the brain feels satiated, it's getting the information that it needs. And very often we'll see those behaviors calm down more and more. Поэтому наш ответ в Doman International вот на подобные проблемы, мы решаем их с помощью сенсорных стимуляций, которые помогают отрегулировать вот это какое-то повышенное сенсорное восприятие или наоборот дать ребенку достаточно сенсорной стимуляции, которая научит их лучше чувствовать, лучше ощущать этот мир более как бы правильно. И благодаря этому вот эти поведенческие моменты, они будут уходить, потому что ребенок становится более спокойный, более такой уравновешенный, и, естественно, уже эти механизмы ему становятся не нужны. Okay, so that's the first main reason when it comes to a child's bad behavior, repetitive behavior, unusual behavior. Это вот первая причина, да, когда мы начинаем говорить о различных таких вот поведенческих моментах, которые можно назвать каким-то необычным, странным поведением, может быть, плохим поведением, кто-то это тоже назовет. Now, the second reason can boil down to physiology and health. А вторая причина может своими корнями уходить в физиологические аспекты, в состояние здоровья. Okay. Now, what we have to understand is that, of course, there are billions and billions of brain cells up here, but there are actually hundreds of millions of neurons in the digestive system as well. Конечно, мы понимаем, что в нашем мозге находятся миллиарды нервных клеток, да, но также важно помнить о том, что огромное количество нейронов у нас находится и в кишечнике. Okay. Now, those neural cells that are in the digestive tract, they're there so that they can get all the dirty work done, and the brain has basically delegated digestion to those cells so the brain can do all the more important things it has to.
И вот эти вот клетки в кишечнике, естественно, они как бы выполняют всю грязную работу, да, то есть все ненужное, они помогают нам от всего ненужного избавиться. И этим клеткам мозг как бы делегировал вот эту задачу для того, чтобы заниматься более такими высокими, более важными вещами. Okay. So for a lot of our children, though, when they're getting foods and things are being put in their system that do not agree with that digestive system, those neurons in there can't work correctly. So the brain has to put energy and resources to the digestive system to help it along. И если в организм ребенка попадает какая-то пища, что-то такое, что как бы не согласуется, что ну, неправильная пища, которую их система воспринимает плохо, да, то мозгу, да, когда пищеварение не может все это переварить и обработать, то мозгу, естественно, приходится энергию, силы свои, да, оставлять какие-то другие важные процессы и свою энергию бросать именно вот на пищеварение для того, чтобы помочь кишечнику с этим справиться. Okay. So when the brain has to put energy and time to help the digestive system, it can't juggle all the balls or spin all the plates that it needs to. So those that sensory regulation, that keeping, good behavior, stuff like that, it becomes harder and harder for a child with special needs. И поэтому, когда мозгу приходится концентрироваться на проблемах пищеварения, да, то у него уже как бы не хватает ресурсов на жонглирование другими объектами, понимаете, на решение других вопросов. Поэтому здесь при таком раскладе могут возникать и какие-то поведенческие проблемы, и какие-то другие вещи, потому что просто ресурсов мозга на все не хватает. Okay. And very often our Doman method families will tell us, like, oh my gosh, if my kid gets blah, 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 we know it's not going to be a good day. И очень часто мы слышим от наших вот семей, которые делают программу по методу Домана, очень часто родители говорят, что если мой ребенок там съест там тот или иной продукт, то все, хорошего не жди, день пойдет кувырком. Okay. And very often parents will start our nutrition program. They see how much better their child does without certain foods, and they wouldn't even dare to go back because they know what their child's behavior is going to look like if they get certain foods. И очень часто наши семьи стараются, естественно, воздерживаться от определенных продуктов, потому что, ну, как бы по опыту они уже знают, что если ребенок получит вот какой-то конкретный продукт, к которому у него есть вот такая определенная чувствительность, да, то это значит, значит, все пойдет не так, как надо, это значит, все пойдет кувырком, программа не будет сделана, и, естественно, ничего хорошего из этого не выйдет. Now, a lot of times the aggravating foods when it comes to behavior are sugar, high salt, gluten, and dairy. Очень часто как раз к таким продуктам, которые могут вызывать определенные поведенческие трудности, относятся сахаристые продукты, где много сахара, естественно, продукты, в которых соль содержится, глютеносодержащие и молочные. Okay. But it, there are some cases where parents have made those changes and their child's hyperactivity persists, or that self-stimming behavior or bad behavior continues. Но также бывают ситуации, когда родители вроде бы исключили все эти вредные факторы, но при этом и гиперактивность, и стиминг, все они никуда не ушли, все эти поведенческие моменты сохраняются. Okay. Sometimes parents can be giving their child foods very innocently, thinking that they're healthy, they have good vitamins, but it can be throwing off other processes in the digestive system. Но иногда бывает так, что некоторые совершенно как бы невинные продукты, да, родители дают детям из хороших побуждений, ожидая, да, что в этих продуктах есть витамины, какие-то полезные вещества для организма, что совершенно вот такие как бы неожиданные продукты просто переворачивают все внутренние процессы с ног на голову и являются причиной подобных поведенческих моментов. Okay. And what we all have to remember, and what we see out of our experience, is that generally kids with special needs or kids with neurodevelopmental issues, they just tend to be a lot more sensitive from a physiological standpoint.
И что мы наблюдаем в общем, да, это то, что дети с особыми потребностями, то есть дети с неврологическими проблемами, у них вот есть эта тенденция в целом быть более чувствительным к продуктам, которые они потребляют. Okay. So if our families have gone ahead and made some of the basic changes to their child's diet, and they're still seeing almost little to no change in their child's behavior, that's where we would start to look into things like, you know, overgrowth of yeast in the system or oxalates or parasites. Like there's so many different things that can be affecting that behavior. И если все вот такие нежелательные продукты из питания были выведены, но все же поведенческие проблемы сохраняются, то мы начинаем здесь рассматривать другие аспекты. Например, слишком большое количество дрожжевых грибков в кишечнике, оксалаты. What was the third one? Sorry. Yeast Parasites, oxalates. А, parasites, food intolerance as well. Паразиты и различные, и также непереносимости каких-либо продуктов. То есть мы начинаем рассматривать другие возможные факторы, их на самом деле больше, которые могут вызывать подобные поведенческие моменты. Okay. And just to give you an example of this, I was speaking with a family whose child had really, really bad sleep issues and behavioral things during the day. And they had cut out gluten and dairy, and she really wasn't getting a whole lot of sugar anymore. Вот недавно общалась с семьей, ребенок очень плохо, были большие проблемы со сном, убрала семья и все вредные продукты, и сахар, и молочные продукты, и так далее. Но со сном, в общем-то, и с поведением так ситуация не очень-то и улучшилась. Okay. But what parents were doing were they were juicing vegetables like kale and spinach and celery and things like that and giving it to their child because she was a picky eater. And all of those big green vegetables were causing oxalate issues. As soon as they took that out, all of a sudden the sleep started to calm down, behavior started to calm down during the day. Но потом выяснилось, да, что в связи с тем, что ребенок был очень избирателен в еде, родители давали очень много таких выжатых соков из различных зеленых листовых овощей, кейл, сельдерей и тому подобные вещи. А вот это все, естественно, вызывает увеличение оксалатов в организме. И как только вот от этого питания мы ушли, сразу у ребенка проблемы со сном начали решаться. Okay. Now, this is just one example, and not every kid on our program has an oxalate issue. Но это всего лишь один пример. И, конечно, не каждый ребенок у нас на программе, у него возникают проблемы с оксалатами. Okay. So what I would say is that if your child does have hyperactivity issues during the day, they have certain bad behaviors, one place to look is that nutrition and just being mindful of the things that go into the system. Просто что я хочу сказать, да, что если есть определенные поведенческие проблемы, то один из факторов, который нужно обязательно рассмотреть, это физиологический аспект, то есть то питание, которое ребенок получает, и быть очень внимательным, да, и очень осознанно подходить к тому, что мы даем ребенку, чем мы его кормим. Okay. So now let's talk about the third and final thing, which is lack of boundaries, lack of consistency that could be affecting a child's behavior. А теперь давайте поговорим о третьем нашем факторе. Это недостаток границ установленных, недостаток систематичности в общении, в поведении родителей с детьми, который тоже вполне может быть причиной определенных поведенческих моментов. Okay. Now, what I will start off this point with is that generally, for outside of Doman International, I'll say that, very often people feel that a child with special needs can't understand boundaries, won't understand boundaries, so they don't even bother to put them in.
Ну, хочется начать с того, что вот как бы за пределами, вне Доман International, да, то есть в других каких-то местах, да, не наши, так скажем, семьи, как-то вот в мире вот считается почему-то, что дети с особыми потребностями, они не способны понять вообще, что такое границы, они не способны как-то функционировать в установленных границах, и это как бы вообще не для них, поэтому родители даже и не пытаются вот что-то такое устанавливать для своих особых детей. Okay. So very often, like in, you know, like in a therapy, setting or in a school setting, some kids will be able to get away with all sorts of stuff, but it's because the teachers and the therapists just say, oh, he has special needs. He can't understand. Like that's just, Alexi. Yeah, that's the way he is. Yeah. Часто вот в каких-то там, не знаю, коррекционных, терапевтических там школах, сессиях и так далее, да, преподаватели, специалисты даже не пытаются вот каким-то образом как-то вот заниматься именно воспитательным моментом, потому что, ну, всем кажется, что ребенок с особыми потребностями, да что он понимает, поэтому все говорят, ну, это просто наш Алексей там или кто-то, и вот он такой, и все, с этим ничего не сделаешь, точка. Okay. And of course, like our families, as much as they love their kids and they know that their child is capable of a lot, I think there's a lot of relearning and reteaching around that point as well. Like, yes, there is a certain amount of having to hold your child to a certain expectation when it comes to behavior. Но наши семьи, да, вот, наверное, когда семьи попадают к нам на программы, здесь происходит такой как бы трансформация, некий пересмотр вообще взгляда на всю эту ситуацию, да, потому что родители начинают понимать, как много понимает их ребенок, и как-то вот начинают это пересматривать, и начинают понимать, что все-таки определенно с этим моментом тоже нужно работать, то есть определенно как-то здесь влияние нужно оказывать, что-то с этим делать. Okay. And I think our parents, for the most part, know what they have, what is needed, what's expected, but they just don't know how to implement those boundaries and rules and things like that with their child. Но часто бывает даже вот с нашими родителями, они, в общем-то, понимают и знают, да, что нужно делать, понимают, что ожидается от них и от их детей там в определенных ситуациях, но просто, может быть, не всегда знают, как эти правила и вот эти границы устанавливать и каким образом это все в жизни, в общем-то, воплощать. Okay. Or a parent will say, like, you know, my child hits and screams because they don't have language. They're very frustrated and can't communicate. And, you know, yes, we understand that, but hitting and screaming, hitting people and screaming is also not okay either. Бывает так, что вот родитель, например, скажет: вот мой ребенок там дерется, с нами дерется, он кричит, там как-то вот себя нехорошо ведет, потому что у него нет речи, да, он не говорит, он не может выразить то, что он хочет. Да, я понимаю, что, конечно, когда ты не можешь выразить свои желания, это очень такое тяжелое переживание, и, конечно, дети чувствуют отчаяние определенное, но драться и кричать, и как-то плохо себя вести, ну, это тоже нехорошо, да, это неправильно. Okay. So it's a very fine line as well. Like well, we understand to a certain point that yes, not having enough language to communicate can be a very frustrating thing, but it's parents' responsibility and our responsibility as coaches to find those outlets of communication for that child in this particular scenario. Да, конечно, мы понимаем, что здесь вот, понимаете, как важно увидеть, что вот это вот очень тонкая грань, да, очень такая граница здесь тоже тонкая, потому что, да, конечно, когда у ребенка речевое развитие не совсем хорошо идет, естественно, у него может наступать определенные вот эти эмоциональные моменты из-за неспособности коммуницировать, неспособности выразить свои потребности и так далее. Но при этом это ответственность родителей и ответственность нас, как коучей по методу Домана, найти определенные возможности для того, чтобы помочь ребенку коммуницировать и, в общем, как-то налаживать этот процесс.
Okay. So perhaps for you, if you are listening to this and this is kind of a situation that you're in right now, sometimes it just takes a second to, you just have to step back, like, and really think, okay, what are some of the things that we can actually start putting boundaries around with my child? И, может быть, да, если вот вы оказались на нашем вебинаре, может быть, потому что вы как раз проходите через какие-то такие ситуации, да, то, наверное, вот прежде всего нужно будет посмотреть вообще на всю ситуацию в целом и подумать, да, как-то проанализировать, где, в каких там вещах, в каких жизненных моментах определенные границы с моим ребенком можно ввести. Okay. Now, of course, we at Doman International have a whole advanced course series just about this particular thing, putting in boundaries, setting rules, etc., for a child with special needs. Конечно, у нас в Doman International есть целый такой продвинутый курс, который посвящен именно тому, как устанавливать границы, как устанавливать определенные правила, как, в общем, организовывать вот эти вот воспитательные моменты в общении с ребенком. Okay. But I think the most important takeaway here is that, like, once you know what those limits are that you're going to put in place, you have to be consistent because your child needs to have that example. They need to have things as black and white as possible for them to start understanding what those boundaries or those limits are. Но, наверное, самый главный вывод, который вот можно уже сейчас для себя принять, да, вот какие бы, может быть, небольшие там ограничения, границы вы для ребенка начнете устанавливать, да, если вы как бы начали этот процесс, то очень важно в нем быть последовательным, да, чтобы это у вас проходило на постоянной, на регулярной основе, для того, чтобы ребенок начинал осознавать вот эти определенные вещи. Okay. And I say that because probably the number one question that we get about setting boundaries, making rules for a child with special needs is, will my child really understand this? И я говорю об этом почему? Потому что, наверное, один из самых частых вопросов, которые мы получаем, когда начинаем говорить о границах, когда начинаем говорить о правилах в семье, самый частый вопрос, который родители задают: действительно ли мой ребенок сможет это все понять? Okay. And look, you are so much better off by saying, like, by going into it just assuming your child understands a heck of a lot more than you think. Но, знаете, здесь, наверное, правильным подходом будет как-то вот принять для себя тот факт, что ребенок на самом деле, просто как бы поверить в него, да, что ребенок на самом деле понимает гораздо больше, чем вы сейчас себе представляете, чем вам сейчас кажется. Okay. But if there's any doubt in your mind, again, you have to remember that you are, to a certain extent, creating understanding around that boundary. So as long as you're consistent in the way you respond when your child has stepped over that boundary, if you're consistent in the way you respond when your child is following that boundary, they're going to understand very quickly what's okay and what's not. Но даже если вот у вас есть какие-то сомнения в плане понимания вашего ребенка, также важно помнить, что все-таки вот это понимание ограничений, понимание границ, понимание правил формируете именно вы. Каким образом? Именно последовательным действием, да, при нарушении этих границ, да, когда мы показываем, что, как правильно, как неправильно, где эта граница, что будет, если ее нарушить. И таким образом, да, вот мы формируем это понимание у ребенка. Okay. And look, just as a final point here, because I know some parents may feel a little hesitant to say, like, can we actually put this boundary in? И, наверное, вот как заключение хочется сказать, да, потому что очень часто родители, ну, сомневаются, да, а нужно ли вводить вот то или иное правило, и что нам это даст. Okay. And that is that for your child, in a lot of ways, they live in a world of chaos, disorganization, etc. By you pinning down where those boundaries are supposed to be,
a child with special needs that. They crave those kind of boundaries. So you need to start putting those things in. Вот понимаете, как что важно здесь понять, да? Наши дети с особыми потребностями живут в самом настоящем хаосе, в самой настоящей такой вот внутренней дезорганизации. Поэтому им совершенно необходимы вот эти определенные ограничения, когда вот мы как красные флажочки расставляем вот эти маркеры, вот эти границы, вот эти правила, они для них совершенно необходимы для того, чтобы как-то вот их мир вокруг них, он хоть как-то организовывался. Okay. So when it comes to bad behavior, self-stimming behavior, things like that, again, it kind of just boils down to those three major things: neurological disorganization, physiology, and probably lack of boundaries. Итак, говоря о каких-то там поведенческих проблемах у наших детей, о стиминге и тому подобных вещах, каких-то поведенческих, таких вот плохом поведении, то на самом деле можно сказать, что все сводится к трем причинам. Это, конечно, неврологические проблемы, неврологическая дезорганизация, это физиологические моменты, и иногда также, да, это и недостаток каких-то границ, непроставленные границы. All right. So I want to open things up to questions if people who are on have them for us. Ну теперь давайте, да, дадим возможность вот тем участникам, которые сейчас с нами в прямом эфире, если есть у вас вопросы, пожалуйста, дадим вам возможность их задать. Okay. And this can be questions about behavior or, anything with regards to the Doman method. Можно задавать вопросы и по теме нашей, да, по поведению, или любой другой вопрос, который вы хотите узнать что-то про метод Домана. То есть любая тема, относящаяся к методу Домана, пожалуйста. Yeah, and actually, Natasha, while we're waiting for the for any questions to come in, one thing to keep in mind with that boundary component, it's important that parents have boundaries on themselves too. Ну, вот пока мы ждем вопросов, да, то хочется, конечно, отметить еще такой вопрос, да, такой момент, касающийся именно границ, да. Важно, чтобы и для себя у родителей тоже были границы. Okay, and what I mean by that is that sometimes, I get it. Like when your child has done, hit grandma for the fifth time or keeps doing this thing over and over and over again, we can start to feel very frustrated and that those bubbles start to come up. Ну, что я под этим имею в виду, да, когда ребенок там в 50-й раз там стукнул бабушку или там в очередной раз делает что-то такое, не очень красивое или что-то непотребное, да, то, естественно, это как-то начинает вот определенные эмоции такие вот в нас подниматься, вот что я имею в виду, и важно вот как-то уметь с этим тоже справляться. And look, sometimes as parents, yes, we are gonna get upset and we're gonna get frustrated and maybe yell and get very angry. Ну, понятно, что мы, как родители, мы тоже живые люди, и, конечно, мы будем и расстраиваться, мы будем и злиться, и, может быть, и закричим где-то, и так далее. Okay, but you have to, before you go to respond to your child when they've done that bad behavior that you're trying to stop, if you feel that coming up, you got to take a second to rein it in, because as soon as you get upset with your child, any kind of boundary or rule that you're trying to put in place is null and void. Ну, смотрите, конечно, да, вы должны, нужно отреагировать на очередное там проявление плохого поведения у ребенка, но прежде чем вы это сделаете, вот свои эти эмоции, поднимающиеся, да, в вас, их нужно все-таки немного
немножечко взять под контроль, их нужно немножечко пригасить, потому что любые границы, любые правила, устанавливаемые, да, поддерживаемые в состоянии какого-то вот такого эмоционального возбуждения со стороны родителей, они просто, ну как, они отменяют вообще всю ценность и все эти правила как саму идею. Мгм. Okay. And again, we have to keep in mind there may be certain things that your child simply really just can't help because it's a sensory issue or something like that. So, um, boundaries are there to bring calm and order. And if you are not calm yourself, you can't establish that boundary. Ну, конечно, опять же, при установке границ нам также все равно нужно помнить, что, может быть, определенные моменты ребенок с ними просто не может справиться, потому что это сенсорные какие-то аспекты здесь вовлечены или еще что-то. Но, опять же, любые правила, любые границы, они призваны, их вообще назначение, да, привнести порядок, привнести спокойствие, да, в вашу жизнь, в ваше существование. А если мы устанавливаем эти границы под эмоциями, да, то, естественно, порядка и спокойствия в этот процесс это не добавляет. Мгм. Okay, Natasha, I think we have one question in the Мгм. Q&A box. У нас есть вопрос один, да, в чем разница между очень активным и гиперактивным ребенком? So what's the difference between very active, just very active little kid and hyperactive kid? That, that's a really good question. And I I will say, first of all, I think it is kind of case by case. Okay. Очень хороший вопрос, действительно хороший вопрос. Но здесь, знаете, наверное, все-таки это нужно всегда как-то индивидуально смотреть, потому что случаи от случая все по-разному бывает. Okay. And I think sometimes it does kind of boil down to your own like maternal or paternal instinct about it. И я думаю, что здесь важно также прислушиваться к своему там родительскому инстинкту внутреннему. Okay. To give you an example, my neurotypical 8.5-year-old nephew, we say as a family, we just say he's a very active 8.5-year-old, but some of his teachers and doctors are like, "Oh, he's hyperactive." Ну, вот, например, привести пример. Мой нейротипичный 8,5 лет племянник. Мы в семье просто понимаем, что это такой, ну, достаточно активный ребенок. А некоторые учителя, некоторые врачи на него смотрят и говорят, у него проблемы, он гиперактивный. Okay. But his mom and we know that Liam is just he's Liam. He yes, he climbs on things. Yes, he runs around a lot. But we wouldn't, for us, we say like that there's nothing unusual about that. Ну, мы просто, его родители, мы ему говорим, что, ну, это Лиам, да, вот он такой, да, он куда-то там все время залезает, он там бегает вокруг, но сказать, что в его поведении есть прям что-то такое необычное, ну, нет, так сказать нельзя. Okay. But I think to tip it over to that hyperactivity stage, I think most commonly parents will, for me, if parents say like their kid literally can't stop moving, or they start to see like unusual behaviors to get the energy out, that would be probably considered hyperactivity at that point. Ну, может быть, если такая как бы общее такой как показатель, если можно предложить, да, то если родители говорят, что вот мой ребенок действительно вот совсем не может сидеть на месте, он должен постоянно двигаться, и более того, у него появляются какие-то странные поведенческие моменты, которые ему необходимы для того, чтобы вот эту вот энергию свою бушующую как-то выпустить, то я бы сказала, что, скорее всего, здесь мы имеем дело с гиперактивностью. Okay. A lot of times when we see hyperactive kids in our office, they have a very hard time being there. If a child has language, they will just talk throughout, be moving around. So like these are all different examples, but again, that being said, there are sometimes I see kids who parents have been told they're hyperactive, and I'm like, they seem like a totally normal 6-year-old or whatever. Other times parents will be like, oh, they're fine. And
the kid is climbing up the walls. Ну, или, к примеру, если к нам, да, в офис вот на прием приезжают дети, которые постоянно там 6-7 лет, постоянно двигаются, или если у них есть речевые навыки, они постоянно говорят, то есть там словесный поток безостановочный, да, то скорее всего можно говорить о гиперактивности. Но бывают также случаи, когда, например, там ребенку сказали, что там другие какие-то специалисты или учителя сказали, что у него гиперактивность, а мы на него смотрим и думаем, да, нормальный ребенок. Или наоборот, мама с папой говорят, нет, он так нормально, все хорошо, никакой гиперактивности. А мы смотрим и понимаем, да нет, гиперактивность и есть. So I hope that answers your question a little bit, but again, it's a fine line between just very active and hyperactive. And I think ultimately you got to trust your own gut intuition on that one. Most parents know when it's a little bit more than it should be. Ну, это вот такое как бы общие такие рекомендации в данном вопросе. Да, конечно, здесь все-таки очень тонкая грань, да, не всегда можно как-то сразу это понять, определить, распознать, но все-таки мне кажется, что как-то любой родитель на самом деле в глубине души понимает, вот когда этой активности ее уже слишком много, чем должно было бы быть. Я думаю, что родители это чувствуют. We have one more. Yeah. Есть у нас еще один вопрос в чате. Сейчас, секундочку, да. The pediatrician told me to take my child to a psychologist. Okay. The child is 2 years of age. He has language development delay, tantrums, sleep problems, and sometimes he hits his head against the wall and does it pretty strongly. And the psychologist says that this is not his area of expertise, that the problem is not within the area of psychologist expertise. So what do I do? Where can I find help? Would you say that it might be neurological issue? Yeah, and this kind of brings up a very, a very I don't know how to say it, this brings up a very sensitive issue, I think, for a lot of staff like me, where, people see this kind of behavior on the outside and they think, oh, this kid's nuts. But really, it's a neurological problem. Ну, вы знаете, очень такой интересная ситуация, интересный пример, потому что, например, для нас, для сотрудников, очень часто это такой момент, можно даже сказать, чувствительный, потому что на ребенка с какими-то вот поведенческими там проблемами развития, еще чего-то, все смотрят и говорят, этот ребенок ненормальный. А мы просто смотрим и понимаем, что у него неврологические проблемы. Okay. Because they see these abnormal behaviors and they think, well, this kid they must be got a mental issue. But, I think, I'm not sure who asked this question, but, I think that what you are seeing, that probably is that neurological disorganization. There's probably sensory issues going on there. And chances are there's a good bit of physiological issues as well. Ну, понятно, что так часто бывает, да, когда там сторонний наблюдатель смотрит на ребенка, он может подумать, что ребенку вообще там к психиатру нужно или еще что-то, да, но в таких ситуациях, опять же, я не знаю, как бы, кто конкретно задает этот вопрос, да, но в таких ситуациях очень важно обратить внимание, скорее всего, здесь и какие-то неврологические аспекты, сенсорные аспекты, и очень возможно, что и хорошая доля проблем именно объясняется также физиологическими моментами. Okay. So I think in a lot of ways, you're lucky that your psychologist said, this is a neurological problem and I can't help you with it. Because a lot of psychologists would just put a kid like this on a behavior med, an antidepressant, whatever, just to get them sedated and calmed down. И вы знаете, я думаю, что вам даже повезло, что ваш психолог сказал, что это как бы не его область, и, скорее всего, у вас момент неврологический, да, потому что очень часто психологи в таких ситуациях какие-то успокоительные прописывают, и потом дело доходит до там
более там тяжелых, более сложных лекарств для того, чтобы просто ребенка как-то успокоить и как-то его вот, Okay. да, успокоить. Yeah. So look, for the person who asked this question, obviously you're you're at a Doman International Q&A. So I would strongly recommend, if you have not looked into it yet, I strongly recommend reading the What to Do book, and also maybe getting some information about our online parent training course that will teach you how to target these neurological issues and how to get things started with the physiological component to help him with all of these issues that he's having. Ну, опять же, я как бы не знаю, кто конкретно, да, задал этот вопрос. Может быть, если вы еще как-то вот не знакомы, да, не знаете, то очень бы, да, в такой вашей ситуации очень бы порекомендовала прежде всего прочитать книгу Гледа Домана «Что делать, если у вашего ребенка повреждение мозга», и как-то вот в интернете, на нашем сайте посмотреть информацию про наш курс обучения родителей. Да, вот курс даст вам полную информацию о том, как помочь, с чего начать, да, как помочь ребенку, как начать решать его неврологические и прочие проблемы для того, чтобы как-то вот налаживать его существование. Okay, and I am putting in the chat box here. I think Вот I spelled it right. в чате вот здесь я напечатала. Okay, I'm putting the email address for Natalia Germak, who is our representative for our Russian-speaking family. So if you have questions about our methods, the course, and how we can help your son, write her and she will be in touch with you. Вот здесь в чате я напечатала это адрес электронной почты нашего представителя русскоговорящего Натальи Гермак. Да? Если вы еще пока с нами как-то вот не очень знакомы, то, пожалуйста, напишите ей, она обязательно вас направит, скажет, как действовать дальше. Okay, well, I don't see any more questions, so I think we're all finished. So, look, what I want to say is that behavior is a very tricky thing to navigate. And sometimes it's going to feel like you're doing something that doesn't seem right, or you really just don't know where to get started. Ну, смотрю, у нас вопросов больше нету, да, поэтому, наверное, можно будет как-то уже закругляться, да, но хочется вот в заключении сказать, что поведение, конечно, это момент такой сложный, с подводными камнями, да, и начиная вводить какие-то вот поведенческие моменты в общение с вашим особым ребенком, иногда вам может казаться, что вы делаете что-то не так, и будут какие-то сомнения, вы будете задаваться вопросом, а правильно ли я вообще поступаю, а туда ли я двигаюсь. Okay, but what I strongly encourage you to do is just take that deeper look, really try and assess that situation as deeply as possible from a neurological standpoint, physiological standpoint. And I think a lot of times taking that deeper dive is going to get you much closer to the answer, in order to help your child with their behavior issues. Но здесь, наверное, основная какая стратегия должна быть, да, вот просто вот остановиться и попытаться вот как-то проанализировать вообще все, что происходит, как-то заглянуть вглубь ситуации, постараться все-таки разложить вот это по полочкам, посмотреть и подумать, что здесь является там неврологическим, что является поведенческим или еще каким-то. И вот такое вот как бы более пристальное, более такое вдумчивое рассмотрение проблемы, скорее всего, даст вам определенное направление, даст определенные ключи, как двигаться дальше и что вообще, в каком направлении двигаться. Okay. Well, thank you all so much for tuning in. If you're watching this later, thank you so much for listening. And if you have any questions for us about your child with special needs, please do not hesitate to reach out. We are here to support you, and guide you in the best direction. Ну, хочу поблагодарить всех, кто с нами сегодня в прямом эфире был, и также всех, кто будет смотреть наш вебинар в записи. Большое вам спасибо. Просто если у вас сегодня и в какой-то другой день когда-то возникнут какие-то вопросы, связанные с развитием вашим ребенком, пожалуйста, без всяких колебаний обязательно пишите нам, мы будем рады вам помочь, рады на них ответить. Окей. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Всем счастливо, до свидания.